Когда Марину лишили, я доживал вместе со своими детьми один. Так он тоже пьет. Да, у них проходной двор, особенно когда получается детское пособие. И что, и пропил? Да, А дети сейчас не с ним. в детском приюте. Я закупился и пошел домой. А почему ваш знакомый сказал органам опеки, что вы в баню пошли? Ты пошел в баню на 3 дня. Она спала с кучей строителей. Гуляла, отдыхала. Я просто как бы общалась. У вас на кону 3 детей. Они опять этой толпой же сюда идут. Мы тихо посидим. Поэтому давайте-ка мы в студию сейчас позовем Дмитрия Ефимова, который позиционирует себя как Маринин друг. Добрый день. Ну что, друзья мои, сегодня будем с вами выбирать между плохим вариантом и очень плохим вариантом. Нет, я бы сказал, между очень плохим вариантом и очень плохим вариантом. Но редкий случай. Органы опеки работают. Сегодня в нашей студии Надежда Мартынюк. Она приехала рассказать про семью, которая живет у нее по соседству. Здравствуйте. Добрый день. Что там за семья? Рассказывайте. Но у нас эта семья появилась в 2021 году. Так. Они купили квартиру на материнский капитал. Изначально было все хорошо. Родился у них потом какое-то время еще один ребенок, А сколько у них всего детей? 3. Ага. Начался у нас капремонт дома. И наша Марина начала гулять. Начала... Марина, это мама детей. Как связан капремонт и загул Марины? Она начала гулять с рабочим, с этой бригады. Один там или вся бригада? Но изначально было один, А потом а потом пошел еще один? разгул пошел. Потом разгул пошел, она потом начала бросать этих детишек. Подождите, а бригада-то вот этих рабочих большая? Я просто пытаюсь понять их- масштаб бедствия. Человек 6, наверное, было. Ну так себе. Вот, Могло быть и хуже. да. Мгм. И она начала бросать детишек. Она начала бросать понедельно. Потом ее приводили, ее искали, приводили. Приводила ее родная мама. Потом пыталась она контролировать, пытались с ней разговаривать. А она все это по-трезвому делала или все-таки бухала? Она и выпивала, и по-трезвому это делала, потому что как бы она сказала, у меня депрессия. У меня депрессия, я не могу заниматься детьми. Подождите, а она когда на неделю-то уходила, кто с детьми был? Папа, он бросал работу. А жить на что? Вот детское пособие. Ужас какой. Да. А он как к этим загулам-то относился? Ну, он терпел, ждал. Когда она образумится, как бы я с ним разговаривала, очень много разговаривала. Виталик, ну вот лиши ты ее родительских прав, лишили ее родительских прав, отдал ты, добился ты детей, живи в свое удовольствие, живи. Что значит лишили родительских? Она лишена родительских прав. Ага. А когда это произошло? Это я не могу сказать, либо в марте, Этого года? да. А кто лишил ее родительских прав? Кто вышел Суд, с опека. Опека вышла с иском в суд. Да, потому что ей давали на исправление месяц, потом еще что-то давали ей, она не исправилась, ее лишили родителей. Так, вы ему теперь говорите. Подожди, сейчас, опека вышла в суд, чтобы лишить родительских прав только ее или его тоже? Ее с правом детей отдать папе. Ну, а что Вот. случилось Он дальше? бил себя в грудь, что дети будут со мной, все будет хорошо, все будет отлично, но время какое-то прошло, но ничего не исправляется. А что не исправляется-то? Он начинает выпивать, и он же... А, так он тоже пьет. Да. У них проходной двор, особенно когда получается детское пособие. Я работаю сама на почте. Он пришел на почту, потребовал детское пособие. Ему его не давали, потому что уже по факту детей не было. Погодите, а дети сейчас не с ним? Нет, А где дети они? в детском приюте. И когда их забрали? Их забрали после 13 марта.
супруга уже как бы вызвала полицию, что якобы Виталик пьяный. Вот, и... Она обиделась, что ее лишили родительских прав, его Да. не обидела, И и на него вызвали настучала. полицию, и он начал, он же не разговаривает, когда пьяный. Так Нормально. погодите, он настолько наглый получается, что Эти- когда дети уже в приюте, он приходит на почту получать пособие? на Да, И что, и пропил? да, да. О, Господи, Боже мой. Но он не лишен родительских прав. Он окей. нет. Хорошо, Он не давайте. лишен родительских прав, и как бы И по суду дети должны жить с ним, правильно Да. же? Место жительства детей определено с папой. приезжает опека, он не А давайте мы открывает. как раз сейчас и посмотрим, что органы опеки рассказали и как это комментирует сам Виталий. Данная семья на учете у субъектов профилактики находится с июня 2021 года, потому что были факты ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Информацию получали от соседей, информацию получали при проведении межведомственных рейдов, когда родители находились в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Все субъекты профилактики отреагировали, семья была на контроле. С исковым заявлением мы выходили о лишении обоих родителей в отношении этих малолетних детей. Суд частично удовлетворил наши требования. Маму лишили родительских прав за ненадлежащий уход, а у папы просто вынесено предупреждение. 21 февраля 2023 года решение суда вступило в силу. Ситуация в семье осталась прежней. Эту квартиру мы купили с моей супругой за материнский капитал. Когда Марину лишили, я проживал вместе со своими детьми один. Отдел опеки не отдают мне на данный момент детей, так как придираются до моего нынешнего ремонта квартиры. Так как у нас происходил капитальный ремонт общего дома, и вот у нас все подходило. Им это не нравится, они считают, что дети не могут в таком состоянии подоживать здесь. Как бы на данный момент делаю потихоньку ремонт. Вот эту уже фото обоину наклеил, здесь потихоньку тоже все. Это у меня детская комната. Здесь у меня спит Доминик, здесь Юлия. Эта комната только ихняя, им здесь очень хорошо, им здесь уютно. В этой комнате проживаю я и проживает мой самый маленький сын Богдан. Когда Богдан плакает по ночам, я всегда встаю и успокаиваю его. Вещи у детей всегда есть в чистом состоянии. Все стираю сам, все проглаживаю. Вот как бы у них все хватает, все вещи есть. Я хороший отец, я справляюсь в меру своей возможности. Слушайте, ну выглядит все очень прилично. Обои, чистота, вещи разложены. А вы так как-то смотрели на экран и так головой кивали. Это что, вранье все? Это да. Ну как, вот обои же поклеены, Ну, ремонт эти сделан. обои, я могу вам сказать, буквально перед вашей программой начались клеиться. Ага. Навел Ну, слушай, порядок. хоть чего-то он боится. Давай спросим у Виталия, какие у него планы на жизнь-то и на детей. Он к нам приехал. Виталий, идите к нам. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Как так получилось, что жену лишили прав, а вас нет? К вам претензий не было у органов Потому опеки? они изначально выходили только на нее. А к вам претензий На меня не было? изначально не было. А у соседки есть, она говорит, вы пьете каждый день. Потом я на суде узнал то, что вышли на меня тоже. Но я этого искового заявления не видел.
Я на суде, я пытаюсь, я даже пытался и ей помочь, я пытался ее вытащить. Как бы, Для чего? ну, как бы пытался, чтобы ее хотя бы ограничили, а не лишили уже конкретно родительских прав. Виталий, ну Послушайте, смотри. она спала с кучей строителей, уж ходила из дома, бросала детей, гуляла, отдыхала. Вы зачем пытались ее на суде спасти? Для Меня- чего? Потому что у меня дети очень часто под нее спрашивают. А я, я не могу, Вы готовы ей все простить и вернуть ее обратно? вернуть нет. Ну как нет? Вы начинаете про супругу говорить, вашу маму, детей, у вас слезы на глаза наворачиваются. Так трогательно про детей рассказываете, обои в квартире клеите, чистота у вас, порядок. Ну почему все-таки забрали детей? Что Потому случилось? что Марина, она делает мне все назло. что она Она сделала? мне мстит за то, что... Но Марина, это не органы опеки, это же органы опеки у вас забрали детей. Почему это произошло? Оно произошло 13 марта. Я сидел дома, мне перечислили за работу денежные средства. Так. Я позвонил знакомому, я говорю, приди, пожалуйста, посиди, час, я схожу до магазина, закуплюсь продуктами и вернусь. И я закупился, пошел домой. Все, прихожу домой, он мне просто говорит, приходила изначально, говорит, твоя супруга с подругой. Потом, говорит, приехала, говорит, участковый и сотрудник. А сколько вас не было? Часа полтора меня тогда не было, все. Еще раз, с кем дети остались? С моим знакомым. Сколько знакомому лет? Знакомому 17 лет. Он трезвый? Он, да. А вы в магазин пошли? Да? А почему ваш знакомый сказал органам опеки, что вы в баню пошли? Не знаю. И опека также мне сказала, Не-не-не. что ты Слушайте, пошел в баню это на очень, 3 это дня. правда, это очень странно. Вы идете Нет, в магазин, я- а он убежден, стоп, а он убежден, что вы идете в баню. Вы трезвые были в этот день? Да. Ну ладно, давайте посмотрим видео того дня и комментарии органов опеки. Думаю, что нам понять не станет после этого До- сюжета, до почему мы этого так это жестко был? начали эту программу. Какие носки? Ты уйдешь отсюда. После суда несколько раз были случаи ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны отца. Информировала об этом сама жена его. Во-первых, она звонила о том, что дети там сейчас, и он пьяный. Это было 9 февраля, когда мы забирали детей. Он действительно был в состоянии алкогольного опьянения. Значит, детей поместили в ЦРБ на несколько дней. В квартире потом заставили его навести порядок, продукты приобрести. Когда проверили, что относительно все это выполнено, сам он трезвый, тогда, естественно, разрешили детей из больницы забрать. А школа? Слышь? Пошли. Слышь, ты бык? Ты здоровый, больше меня. А что ты боишься? А ты боишься? Нет, ты боишься? Кого бояться, не понимаю. Месяц прошел. В следующий раз мы забирали 13 марта. Но 13 марта ситуация была действительно критическая. Дети находились с несовершеннолетним подростком, который нам объяснил, сказал, что отец попросил сходить вымыться в бане. Мы попросили его при нас позвонить. На первый звонок он не ответил. На второй звонок он ответил, был в состоянии алкогольного опьянения. Невнятно говорил, потому что он не понимал, что от него хотят. И, конечно, мы просто собрали детей и увезли в больницу под присмотр специалистов. Было принято решение о том, что бы лишить папу родительских прав. Исковое заявление подготовлено, направлено в суд. Потом заберу тебя. Ремонт сделаю и заберу. В
настоящее время старшие дети помещены в центр реабилитации. Младший ребенок пока у нас находится в ЦРБ. За это время папа посетил детей в центре реабилитации один раз. 24 апреля. И месяц прошел, он первый раз выехал детей увидеть. Ну, а мама, говорят, что приезжала 1 апреля, а потом звонила. Вы приехали 24 апреля первый раз посетить детей с нашей съемочной группы. До этого у меня не было, потому что возможности я работал. И А что такое невозможности возможности не было. не было? Объясните мне, расшифруйте. денежных средств не было у меня. Как Денег далеко? не было на что? На дорогу. А сколько дорога занимает? Сколько там километров? Там 20 километров. А пешком не дойти? Ну, слушайте, 20 километров я пройти же здоровому пустой-то, мужику. я же не пойду туда пустым-то. Вот бухаете вы на что, если у вас денег нет детям гостиницы купить? Ну, я подрабатываю. Вот что там на экране было, когда вы наезжали на полицию? Это было уже после этого. Это Это после того, как забрали детей. вот это. Вот теперь да. послушай меня, пожалуйста. Папа, вот в этом состоянии, по сути дела, угрозы полицейскому идут, верно? Это уголовка. Да. Причем срок нормальный, большой. Дети в реабилитационном центре. Дойти до детей нет времени, вернее, совести нет. Нажраться как скотина, когда у тебя дети там. Деньги нашлись. Ты сейчас хочешь детей вернуть? Кому? Вот этому? А кому? У тебя другого нет. Вы оба будете лишены прав, а ваши дети будут жить в детском доме. А вот Марина как раз хочет восстановиться и приехала в эту студию заявить о своем намерении, о том, что она готова сделать для того, чтобы снова стать матерью своим детям. Давайте ее позовем. Помни, как ты меня бил? Когда я тебя бил-то? Ну-ка, вспомни. Ну, ты Ну, меня обижал. когда? Постоянно ты меня обижал. Постоянно. Ты об меня кружки-то лупишь, Какие ты кружки? нормально? Где? У меня вся башка, Марина, в шрамах, вся. Марин, тут нам рассказали, что у вас целая бригада строителей была. Это правда или нет? Нет, я просто как бы общалась. И все. Общались. А дети где были, когда вы общались? Дома Дома. А вы где были? гуляла. Сколько гуляли? Много. Сколько бухали? Вот смотрите, если мама гуляет, бухает, дети дома, а папу мы видим, папа тоже немножко это, да, ведь туда. Значит, правильно маму лишают родительских прав? Правильно? Вы согласны с этим решением? Да. Вот он вас бил. Что еще делал? Ничего, выгонял из дома. Ну вот расскажите, как вы жили-то. Я хочу понять, почему вы загуляли. Не знаю. Но он такой плохой муж? Плохой? Мгм. Может, ваша подруга лучше знает, плохой он муж или хороший? Вы какая-то вообще... Ну, что я могу сказать? Они жили-то хорошо, когда с Ну, Мурманска что-нибудь приехали. скажите. С Мурманска они приехали, все хорошо у них было. А сейчас Виталик почему пе- так плохо все? Виталик перестал работать вообще. Он сидел дома. Мгм. Вот. Он начал пить. Как детские пришли, Марина идет за продуктами, он за бутылкой. Сколько раз полицию вызывали. Вот был случай, она попросила у него пьяную зажигалку. Он ее спрятал. Потом он кинул в нее ее, подкурился от плитки, сказал, что она забрала у него зажигалку. А потом началась драка, кинулся на нее. Просто так. Мы вызвали полицию, он полицию не пускал. Мы еле полицию запустили. Марина плакала, стояла. Он начал на нее прыгать прямо при полиции. Потом на полицейскую начал. Суд даже был у него с полицейской этой. И У вас не раз судимость такое- есть? Да-да. А сколько вам дали? 80 часов отработки. Ну, так это уже, значит, вот с этим полицейским рецидив уже да. был. Ну, Понятно. то есть это уже повторная история. Это уже не первый и не последний раз Он было. всё время на полицейских Конечно, был, он не типа. пускает их. В пьяный. Кандалакше. Скажите, пожалуйста, а у вас Кандалакши, есть он как- какой-то диагноз, или, может быть, вы на учете состоите в ПНД? Нигде не состоите. Что? Почему Марина с Кандалакши? Почему ты не рассказываешь, Марин? Она уехала с Кандалакши из-за Вот, того, что он ее расскажите нам. беременную. Можете нам рассказать? Он беременную ее избил. Ну, и пока- на видео снял. Ну, так нам пока подруга ваша рассказывает. Он бил вас? А у Марины, наверное, языка нету. Почему Виталик за тебя А рассказывает? вы на суде также выступать будете?
Ну так и сейчас нам расскажите. Он вас бил беременную? Было один раз. А какой срок был? Ну, может, месяц-два, где-то так. А как он вас побил? Ну, за волосы таскал. И Полнейший бред. Что бред-то? один вопрос. Зачем вы сюда приехали? Я не хотела сюда вообще ехать. А, не хотели. Так зачем приехали? Значит, вам дети не нужны. Нужны. Как не нужны? Вы сидите здесь, ни рыба, ни мясо. Вы ни за себя заступиться не можете, ни за своих детей не можете Так вот я и заступиться. хочу из прошлого перенестись в будущее. Вы хотите, по крайней мере, вы нам так сказали, восстановиться в родительских правах. Что для этого нужно и что из этого вы уже сделали? Исправиться и устроиться на работу, Исправиться в каком смысле? чтобы не пить. Чтобы не пить. Что вы сделали для того, чтобы не пить? Ничего. Ничего. Работа Вы есть? пьете? Работа есть у Она вас? пьет в данный момент, она пьет. Где? Она даже встречалась с вашим корреспондентом Юлей, она даже в тот момент уже была с перегаром. Да, конечно. Не, конечно, да. Виталий, подождите. Я А на хочу работу вы устроились? Нет. Почему? Устроюсь. Ну, потому что у нас некуда на работу устроиться почти. У вас на кону 3 детей. И вы будете рассказывать, что во всей большой стране под названием Россия нет работы для вас? У вас специальность какая? Никакая. Сколько классов вы 9. закончили? Я ей предлагал встать в центр занятости, чтобы хотя бы оттуда... Стали в центр занятости? Почему? Потому что я паспорт потеряла. У вас сейчас паспорта нет. Есть. А кто вам сделал паспорт? Вы. А, мы сделали паспорт. И в этот момент вы заулыбались. Какие вам дети? Ну, вот честно, А какие вам дети? ему какие дети? Так у него их Так у него тоже их нет. уже нет. Так их же вернут ему все равно. Нет. Они вышли с иском в суд. Нет, не вернут. Вы оба будете лишены родительских прав, дети пойдут в И детский слава дом. богу, у ваших Точка. детей будет шанс на нормальную жизнь. Полин, Скажите, при вас же забирали детей из семьи? Нет. 13 марта. Нет, это было, получается, когда я гуляла с подружкой, мы зашли на квартиру, с чтобы какой мне... подружкой? С несовершеннолетней, с кем она постоянно выпивает. Послушайте, ваши друзья тоже несовершеннолетние и сидят с вашими... Но мы не пили. Мы пришли, увидели, Ну, когда... Тут, Марина, я с тобой поспорю. Помнишь, ты приходила с друзьями, когда Виталика не было? Я говорю, в конце концов, Марина, когда это кончится? До 4 утра мы не спали. Они дрались там, натурально дрались. Это стоп, это когда был? Недели 1,5-2 назад. Вот это вот... То есть ее лишили. Да, и она приходит детей на у него эту забрали, квартиру. а она водит мужиков Компания мужиков. квартиру, которая Да, куплена на да. материнский При При капитал. этом она не Вожу. устраивается на Нормально? работу и не продолжает. Марина, сколько было девушек, сколько было парней? Скажи, я скажу. Было 3 парней, было 2 и 3 девушек. Что вы делали на квартире? Пили. А потом они разодрались. Я в стенку, я в двери. Никто ничего не слышит. 4 утра. Я думаю, ну, господи, когда же это кончится? Вечер приходит следующего дня, они опять этой толпой же сюда идут. Мы тихо посидим. Это так вы хотите восстановиться в родительских правах? А про 13 марта расскажите мне, когда у Виталия забирали детей. Вы присутствовали при этом? Я пришла, когда с подружкой мы ходили, прогуливались. Я зашла за курткой на квартиру. Вот, зашла, там сидели 2 несовершеннолетних. Я спросила, Двое где... уже? 2 Вы было. нам про одного Женя. говорите. Вообще-то был Женя и его подружка. Ну, я когда уходил, Вот, сидел я Женя. спросила, где Виталик? Он не сказали, он ушел в баню. Вот, я зашла в комнату, Богдан ползал, у него была здесь кровь, я его взяла на руки, я его умыла. Доминик бегал, просил кушать. Юля достала с холодильника какую-то там гречку, поставила на плитку
И как бы то ли разогреть, то ли что, я таки не поняла. Я сразу же вышла на улицу, я спросила, где Виталик, я ему позвонила, ты сказал то, что он идет с бани домой. И я по голосу поняла то, что он уже сильно пьяный. А забрать я не могла детей, потому что он сразу бы наряд на меня вызвал. Подождите, то есть вы, видя, как ваша 5-летняя Юля ставит кастрюлю на разогреваться, да? Богдан в крови, 2 17-летних непонятных человека, а вы уходите из квартиры. Да. О, классная мама. А если бы он пришел, ударил бы или еще что-то? Послушайте, в этой истории дети вам пофигу абсолютно. Абсолютно. И одному, Вы и другому. по-прежнему до сих пор выясняете свои уже якобы несуществующие отношения. Вот сейчас его лишат родительских прав. Вы снова можете жить вместе. Да, отлично, детей нет. Их сейчас лишат, и они нарожают новых. Это уже было такое. Нет, я и с и базы они сейчас уеду. нарожают новых, и дальше будут продолжать так же жить, это очевидно. Может быть, попытаться им дать последний шанс? Кому? А им давали, Молодой Сереж? Нет, семье. стоп, секунду, стоп. Давайте так. За счет кого мы будем этот шанс давать? За счет здоровья и безопасности жизни детей? Ну, почему за счет безопасности детей? Мама я при считаю- вас только что сказала, что 5-летний ребенок достает кастрюлю, ставит ее на газ, наверняка включает газ. Для чего же У она нас это? не газ, газа у нас нет. Неважно, Электроплита. Ребенок ставит на плиту. С какой целью? Чтоб согрелась. Да, Потом чтоб что она будет покушать. делать? Она будет эту кастрюлю с плиты пытаться снять. Показать вам громадное количество ошпаренных таким образом детей? Я с вами согласен. Согласны, хорошо. Ребенок маленький в крови. Что мама делает? Та самая мама, которой нужно дать последний шанс, потому что папа в это время в бане. Пьяный. Бухой, в ноль. Она видит ребенка в крови, уходит из квартиры. Слушайте, а это вы с детьми сидели? Нет. Нет, я не вас спрашиваю, вас. Не в этот раз. Ну, вообще, вы с детьми сидели? Ну, я сидел с детьми. Мгм. Ну, надолго вы с ними оставались? Да нет, час, может, полтора. Ну, он хороший Все. папа. По мне тогда. То есть вы считаете, что ему надо шанс дать? Ему можно шанс дать. Он как бы и кушать варит, и убирается, и Скажите, стирает, пожалуйста, и у вас есть? моет. У вас папа есть? Не знаю. То есть вы своего отца не знаете? Меня бросили в 3 года. Понятно. Скажите- Вы хотели бы, чтобы у вас был вот такой папа? Нет. Ну, он же хороший. Я говорю, шанс можно дать. Шанс, чтобы Ему он стал можно хорошим. дать. Пока Да. он не Он очень. для детей хороший папа, но я такого папу не хотел бы. Отлично. Молодец. Совершенно нам очевидно, что суд примет однозначное решение. Однозначно. Вас лишат родительских прав. Дальше вам дадут шанс вернуть. И я думаю, что вы его используете, этот шанс, так же, как ваша супруга. То есть никак. А дети будут в детском доме. А потом, слава тебе, Господи, если получится, в приемной семье. Но есть человек, который готов забрать и детей к себе, и Марину, несмотря на все, что о ней здесь сказано, и что она сама подтвердила. Поэтому давайте-ка мы в студию сейчас позовем Дмитрия Ефимова, который позиционирует себя как Маринин друг. Здрасте. А вы давно знаете Марину и Виталия? Марину знаю 2 года, Виталика знаю еще, когда мне лет 14 было. Так, и какой он был? Более адекватный, чем сейчас. А сейчас какой? Ну, сейчас запойный. Может позволить себе лишнего сказать, может кинуться с руками, может и за нож взяться. Так он раньше не пил, что ли? Ну, не так сильно, скажем так. А Ну, вот когда Марина? он жил на Воеводе, я Марину знаю 2 года. В том году я не спорил, у нее были грешки. Сейчас, на данный момент, она исправляется. Мы готовы взять ее на работу, и я готов забрать и ее, и детей. Мы это кто? Ну, у меня директор готов взять, он просто не смог приехать, то есть с ним тоже были разговоры. То есть по приезду сейчас в Троицк будем все А это это, решать. наверное, строительная фирма у вас, да? Это управляющая компания, то есть у нас работают Ну, вы же слесаря, нанимаете плотники. строителей? Нет, почему? Мы как обслуживаем. нет? У нас есть допуск на Ну, у вас же капитальный ремонт. есть и сантехники, вот это Ну и вот. что? Так я же говорю, Марина идет точно, даже не спрашивайте. Марину до этого туда Это ее брать не любимая хотели. работа. Марин, вы же и пойдете? На работу пойду. Ну, А она проживает в данный момент со мной. То есть работать она будет также рядом со мной. То есть я там работаю в этом же месте. так вы пара, что ли? Да. Тогда не ходите, Марина, на эту работу, а вы ее не берите на эту работу. А как давно вы вместе? 1,5 месяца. 1,5 месяца. И вы прям готовы Да. на 3 детей Да. сразу?
ну хотя вы же 2 года ее знаете, наблюдали со стороны. Да. То есть я так понимаю, что эту историю вы знали с лишением с самого начала. Да. Так вот сколько времени прошло? Почему? Я был в отъезде. Подождите, почему паспорт ей делаем мы? На работу, судя по вашим словам, так элементарно. Вот, все, она уже работает. Вы до сих пор ее не устроили. Она как бухала, так и бухает. Вы о чем здесь говорите? Ну вот- Я пришел, я... Не бойся ничего, дитя, я отвечаю за тебя. Пришел ответственность свою показывать. Я предлагал восстановить паспорт, все это. Ей было, может, стыдно, я не знаю, ну, что-то, чтобы я помог именно с этим. Марина, а почему вы отказывались, чтобы вам помогли сделать паспорт? Не знаю. У вас так все? Не знаю. Так вам и дети не нужны. Нужны. Да не нужны, конечно. Мало того, и вам, молодой человек, они не нужны. Вот вы получили женщину своей мечты, живите и радуйтесь. Да чем детей-то мучить? А в детском доме, думаете, будет лучше им жить? А Там почему лучше решили, не что будут? в детском доме? Ну, потому что я знал, что иск на Виталика выдвинут. Нет, а почему вы решили, что дети останутся в детском доме? Приемная семья заберет. Но у нас, знаете, вот сейчас Так может, нет, телевизор давайте даже так. посмотришь, там приемные слушайте, семьи вот такие, что мы столкнулись здесь. далеко не... Послушайте, в этой программе мы столкнулись, очень редко такое бывает, почти не бывает, с вменяемой опекой. Так вот, давайте посмотрим еще один сюжет для того, чтобы все точки над этим большим «и» расставить. У папы есть право себя защитить в суде. Надо в суде сказать о том, что он порядок навел, что он себя эти 2 месяца обеспечивал, он официально трудоустроен. Как отец, я не видела ни разу, что дети гуляли. Он с ними тоже не гуляет. Он пьет, за детьми не смотрит. Я только вижу, как к нему ходит молодежь с бутылками. У него с головой не в порядке, это точно, потому что он постоянно вешается. Всем звонит, я вешаюсь, я стреляюсь. Как я буду жить без детей? У матери такие же шансы, пожалуйста. Она тоже может выйти с исковым заявлением в суд о восстановлении в родительских правах. Марина – это вообще отдельное это слово. То она тут, то она там, то еще где-то. Она то себе одного найдет мужика, живет, то с другим мужиком живет. У нас каждый день милиция приезжает, потому что семья такая неблагополучная. Марину я вижу периодически. Это такой человек, гулящая девушка такая. Если суд примет решение лишить папу родительских прав, будем, может, подбирать замещающую семью. Если не подберем, то, соответственно, дети уйдут куда? В государственное учреждение. Когда даже они еще вместе были, дети еще тут были, они получат вот эти деньги, пособия. Он полными пакетами набирает, все пиво несет. И всякие друзья, товарищи приходят. И дети нужны, я так понимаю, ради денег, потому что они не работают. Вот по мне, вот пусть дети лучше живут где-то, чем тут. Ну, учитывая то, что мы услышали сегодня и увидели, я полагаю, что как раз вот такой вариант детей ждет. Убежден, что в этом возрасте найдется семья для этих детей. Почему-то все люди всегда понимают, что нельзя быть немножко беременной. Но не понимают, что нельзя быть немножко мамой, немножко папой. Вот сварила гречку, поставил в холодный холодильник. Что еще надо, да? Я вот такой немножко папа. Это так не работает. А вашим друзьям, что находятся в студии, которые неоднократно задавали здесь вопросом, почему не дать еще один шанс? Я объясню, почему. У нас в стране огромные очереди на усыновление деток, младенцев, славянской внешности, действительно большие. Но, к сожалению, чем старше становятся дети, тем количество желающих взять их в семью меньше, а тем более здесь 3 детей. Поэтому пока мы будем давать вот такие, а еще разочек, а еще попытку, дети будут расти, представляете, они имеют такое свойство – расти и взрослеть. И чем старше они становятся, тем меньше у них шансов попасть в хорошую, нормальную семью. Поэтому нет, не стоит давать им еще одних шансов, потому что это лишь оттянет неизбежное. Оттянет тот момент, когда эти дети окажутся в детском доме. Очень тяжелое впечатление. Вот на видео было показано на самом-то деле патологическое опьянение. Это не опьянение тяжело больного алкоголизмом человека. Это опьянение человека, либо изначально страдающего патологией нервной системы. То есть, я не знаю, у вас там может быть врожденный диагноз какой-то. Но заикание. Подождите. Заикание тоже следствие нарушения работы нервной системы. И получается, что это вообще-то больной человек, который нуждается в помощи. И про вас тоже хочу сказать, что у меня тоже болезненное впечатление от вас. То есть вы либо умственно
недоразвитые, то есть у вас там первая стадия, возможно, я прошу прощения. Либо настолько выражено тревожное расстройство, что вы просто язык проглотили, то есть я не могу понять. Но это же и ненормальное подождите, поведение. и это проблема Да. медицинская. То есть там надо разобраться вообще. С медицинской точки зрения пройти диагностику. То есть я там, сейчас эфир закончится, готов дать направление вам и вам. И вы с этим направлением можете в одну из моих клиник там просто приехать. Это добровольно. Спасибо большое. Это шанс им на жизнь. Если есть диагнозы, их надо устанавливать, если есть возможность, надо лечить. Но и детям надо дать шанс. Мы наблюдаем двух инфантильных, взрослых даже не назовешь взрослых людей, которые для чего-то без конца рожают детей, которые им не нужны. И они строят отношения только на сексуальном инстинкте между собой вот в семье, не на родительском инстинкте, и не понимают даже, что такое вообще ответственность и воспитание малолетних детей. Дети здесь являются средством манипуляции, средством сделать своему бывшему супругу больно. То есть здесь все строится на том, чтобы сделать супругу больно. Но вообще здесь речь не идет о детях. То есть здесь о детях вообще никто, собственно, не думает. Хотя надо бы подумать, потому что старшей девочке скоро в школу через 2 года. И в каком состоянии она пойдет? То есть она пойдет подготовленная или она пополнит число малолетних правонарушителей, да? А младшие дети, ведь ими нужно заниматься, нужно развивать, то есть 3-летнего, годовалого ребенка нужно заниматься, развивать, а не ходить в баню и не оставлять в опасности, да. Без лишней скромности признаюсь, я гениальный человек. А то, что я ничто не сделал, так я был занят и болел. Вот это вот прям про вас. 2 эгоиста, которым даже, вот знаете, не хочется не давать никаких советов, абсолютно. Ни юридических, хотя есть шансы действительно у папы, вот, потому что вряд ли он их использует. И то, что предлагает им лечение, я считаю, это зря. Ничего им не поможет. А шансы вам давали, вы их не использовали, все. Они у вас кончились. Да, я хочу к Юле присоединиться и сказать доктору спасибо. Он по-другому, наверное, поступить и не мог, но я могу побиться об заклад с вами, что ни один из них к вам не обратится. А я бы спорю с тобой. Вы когда сказали, что он перед нашим приездом стал обои клеить, вот поверьте мне, у нас тысячи отснятых семей, которые перед нашим приездом не умудрились пепельницу выбросить, бутылки из-под водки убрать. Им все равно. Поэтому какие-то маленькие фрагменты в этой программе, вот такие мелочи, неуловимые, давали мне мысли о том, что если вы захотите, суть потому, что вы кинулись обои клеить, пойдете лечиться, доктор предложил. Да. Вот это все дает мне какие-то маленькие надежды на то, что... Прям завтра, ради бога. Дает мне надежды на то, что... Да хоть сейчас поехали еще. Вот. Круглосуточно работает. Вот, что, может быть, вы, лично вы, с этим справитесь. Я очень хочу в это верить и очень хочу на это надеяться. В вас не верю по одной причине. Вот у вас сейчас рядом есть мужик, он говорит, пойдем детей, что-то сделаем. Вы вот так за ним пойдете. Вот его не сбудет послезавтра, все будет то же самое. Пациент 21 день в трезвости. Пациент находится на терапевтических дозах лекарств, закодирован, плюс проведена психотерапевтическая работа. Рекомендация номер 1, ты видишь ее. Да. Абсолютная трезвость. Да, спасибо вам большое На здоровье. за лечение. Тяжеловато, но этот путь я прошел. Сейчас вернусь к детям. По ним очень соскучился, буду добиваться их возвращения домой. Я очень благодарен программе «Мужское и женское». Сам бы я не решился бы на такое. Огромное спасибо всему медицинскому персоналу.
Он не ведает вообще, что творит. Последняя встреча была, он с газовым баллоном набрасывался. Вы к ребенку типа приехали, да, навестить? Возник конфликт, словесный конфликт. Он поднял на меня руку, ребенку по голове. Сильно ударил, она заплакала, ее начало рвать. Он не пускал нас в дом. Ничтожество. Так, стоп. Посмотри, что ты сделал. Я Да. ребенку травму не наносил. А кто нанес? Мать и нанесла травму. Несмотря на все конфликтные ситуации, он от вас секс требовал? Да. Вас посадят в тюрьму, ребенка отдадут ему. Он отец Миланы, и это навсегда. Ну, это понятно. Так в каких вы отношениях с Кристиной? Защищаю от отчима, он сломал ей нос. Но пока отчим не в тюрьме, он с вашей мамой к нам приехал сюда. Давайте их выслушаем.